Морской бриз на побережье бывал разным, иногда легким и освежающим, а иногда колким, несущим с собой штормовую песчаную пыль и запах соли. Но для одинокого пса по кличке Океан, как впоследствии назовут его спасатели, этот берег стал единственной точкой во всей Вселенной. Каждый день он приходил на одну и ту же песчаную косу. Заходя по лапы в холодную набегающую волну, пес замирал, всматриваясь в бесконечный горизонт. В его глазах читалась упрямая, почти нечеловеческая надежда. Он верил, что где-то там, среди волн или на горизонте, снова появится знакомый силуэт человека, который когда-то привез его сюда и уехал. В реальности пса просто бросили. Семья, которой он доверял, оставила его на пустынном пляже и испарилась, словно пена морская. Для собаки верность — не пустой звук. Океан не понимал слова «предательство». В его представлении хозяин просто задерживался, потерялся или искал дорогу назад, поэтому бросать назначенное место встречи пес категорически отказывался. Местные жители начали замечать одинокого пса. Женщина по имени Ребекка регулярно припадала к окнам своей машины или прогуливалась вдоль побережья. Видеть собаку, ежедневно стоящую по колено в воде и всматривающуюся в океан, было невыносимо тяжело. Однако подойти к океану казалось невозможной задачей. Стоило Ребекке или кому-то из гуляющих сделать пару шагов в его сторону, как дикий страх пересиливал надежду, и пес пускался в паническое бегство, исчезая в прибрежных зарослях. Дичавший с каждым днем пес никого к себе не подпускал. Поняв, что в одиночку поймать напуганную собаку не удастся, Ребекка опубликовала первое сообщение в местной группе в Facebook. Она выложила фотографию одинокой фигуры на берегу и попросила помощи у неравнодушных жителей района. Отклик оказался мгновенным и невероятно масштабным. Соседское сообщество сплотилось в едином порыве. Людям стало ясно, пес не просто потерялся. Его оставили на произвол судьбы. Жители города стали по очереди приезжать к пляжу, оставляя в договоренных местах миски с сухим кормом, чистую питьевую воду и кусочки лакомств. Каждый день Ребекка возвращалась на берег по нескольку раз. Она прочесывала кусты, наблюдала за траекторией передвижения пса, пытаясь завоевать хотя бы минимальное доверие. Прошло около 15 дней интенсивных попыток. Ситуация казалась статической. Пес съедал оставленную еду по ночам, но к людям не приближался ни на метр. А затем произошел кошмар каждого спасателя. Океан пропал. Прошел день, 2, 3. Пляж опустел. Миски с едой оставались нетронутыми. Минула неделя, а затем и вторая. В общей сложности пес не появлялся на пляже почти 3 недели. Ребекку накрывала паника. Что произошло с ослабленной собакой? Стала ли она жертвой диких зверей? Попала под машину? Или ушла глубже в лесные массивы, где замерзла от голода? Мысль о том, что пес погиб в одиночестве, не давала женщине спать. Чтобы проверить, жив ли Океан, Ребекка пошла на крайние меры. Она приобрела 3 фотоловушки с датчиками движения и установила их в 3 разных точках прибрежного леса, замаскировав в кустах и разложив поблизости свежую приманку. Прошло еще несколько дней ожидания. И вот, проверяя записи с карт памяти, Ребекка едва не закричала от радости. На кадрах объектива проскользнул знакомый силуэт. Океан был жив. На видеозаписи было видно, насколько сильно пес похудел. Ребра четко проступали под испачканной шерстью, лапы выглядели истощенными, но он двигался. Это дало Ребекке огромный прилив сил и облегчения. Пес находился где-то неподалеку, и упускать этот шанс было нельзя. Время поджимало. Приближались пасхальные праздники. В этот период тихий прибрежный пляж превращался в шумную зону отдыха. Сотни туристов, пикники, дети, собаки на поводках. Ребекка понимала, если они не поймают Океана до Пасхи, наплыв людей окончательно спугнет испуганное животное, и пес уйдет туда, где его уже никогда не найдут. Утро перед праздниками.
Ребекка приехала на пляж, захватив с собой пакет с еще теплой жареной курицей. Натянув неприметную одежду, она тихо пробралась в прибрежные кусты и замерла, постаравшись слиться с деревьями. Шел час. Вокруг царила тишина, прерываемая лишь шумом прибоя. И вдруг совсем рядом раздался легкий шорох сухой травы и сучьев. Ребекка медленно повернула голову. Из густой зелени на нее смотрели два огромных, карих, полных настороженности глаза. Это был океан. Женщина замерла, стараясь даже не дышать громко. Мягким, успокаивающим голосом она заговорила с ним. «Привет, малыш. Иди сюда. Хочешь кусочек?» Ребекка аккуратно бросила первый кусочек курицы поближе к собаке. Невыносимый голод победил многомесячный страх. Океан сгреб еду и сделал шаг вперед. Ребекка бросила второй кусочек, пес подошел еще ближе. То, что произошло через пару минут, поразило Ребекку до слез. Вместо того, чтобы выхватить еду и убежать, пес подошел вплотную к сидевшей на корточках женщине и просто сел к ней прямо на колени. Он буквально прижался к ней всем своим истощенным телом, словно искал защиты от всего пережитого ужаса. Он безропотно позволил накинуть на себя поводок. В этот момент пса будто подменили. Из дикого напуганного бродяги он превратился в собаку-липучку, велкро-дог, отказываясь отходить от Ребекки даже на сантиметр. «Эвкалипт, ты хочешь поехать со мной? Пойдем», — сказала Ребекка, ведя океана к машине. Пес впервые за долгие месяцы находился в безопасности. Первый вечер дома у Ребекки был наполнен тихим удивлением. Океан, переживший предательство, голод, холодные ночи и полное одиночество на берегу океана, продемонстрировал невероятную способность к прощению. В его сердце не осталось злобы на людей. Он не сводил с людей благодарных глаз и был счастлив просто находиться рядом. Однако вскоре выяснилось, что прежние хозяева пса не занимались им вовсе. Океан абсолютно не знал, что значит быть домашней собакой. Он не умел играть с игрушками, не знал базовых команд и с непониманием смотрел на мячики. Но пес оказался невероятно умным и жадным до внимания. Увидев, что за выполнение простых действий его хвалят и гладят, он начал впитывать знания как губка. Всего за первую неделю пребывания в доме Ребекки океан освоил целый арсенал команд. Сидеть, ждать, лежать, переворот. Он с радостью переворачивался на спину под слова «good boy» и подставлял брюшко для поглаживаний. Стало очевидно, агрессия и страх пса на пляже были лишь следствием глубокой травмы и элементарного отсутствия человеческой заботы. Счастье совместной жизни длилось не так долго, как хотелось бы. В регионе разразился кризис доступного жилья. Семья Ребекки была вынуждена съехать из текущего дома и перебраться в небольшую съемную квартиру с 2 спальнями. Правила аренды категорически запрещали содержание крупных домашних животных, да и самому океану, привыкшему к просторам, было бы невыносимо тяжело в тесном пространстве. Для Ребекки это стало новым ударом. Принять мысль о том, что ей придется расстаться с псом, которого она с таким трудом спасала с пляжа, было невероятно больно. Но она понимала, настоящая любовь заключается в том, чтобы сделать так, как лучше для собаки. Ребекка написала подробный пост о поиске идеального постоянного дома для океана. История спасенного пса тронула сердца многих, но отклик одной женщины выделялся среди прочих. Это была добрая, любящая хозяйка с большим домом и собственным двором. День передачи океана новой хозяйке настал. Это был горько-сладкий момент. Ребекка плакала, обнимая пса на прощание, но в то же время испытывала глубокое чувство выполненного долга. Она вырвала его из лап смерти и дала ему шанс на настоящую жизнь. Сегодня океан абсолютно счастлив. Новая хозяйка регулярно присылает Ребекке фотографии и видеозаписи из его новой жизни.
На этих снимках больше нет того испуганного, истощенного пса, который по колено в воде звал своего предателя-хозяина. На них упитанный, ухоженный, улыбающийся пес, который бегает по зеленому газону, играет в игрушки и наслаждается каждым днем. История океана — это напоминание всем нам о том, насколько великодушна собачья душа. Собаки способны прощать даже самое жестокое предательство, если на их пути встречается хотя бы один человек, готовый протянуть руку помощи.